Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы поговорим, знаете, о чем? Когда женщина начинает устраивать свою личную жизнь, знакомиться с мужчиной, всегда возникает конфликт интересов. Какой? Вроде как хочется личной жизни, и мужчина интересный, хочется сблизиться побыстрее. И есть время, которое не резиновое, а ограниченное. И вот сколько ему туда этого времени давать, чтобы отношения состоялись, чтобы не потерять хорошего мужчину, как вам кажется на первый момент. Вот сколько времени выделять на общение с мужчиной? Давайте разберемся с этим вопросом, потому что очень часто есть двоякие трактовки, либо все, либо ничего, и это не работает. Почему это не работает и как найти мудрое Соломоново решение, чтобы все-таки было и личная жизнь, и вам хорошо было? Сейчас будем разбираться. Меня зовут Алла Касаткина. Я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им найти свое счастье на тех условиях, которые их устраивают. Ссылка на мой сайт. Вот, если вы еще не подписаны на канал, самое время подписаться. Лайки и комментарии любит YouTube. Я их тоже люблю, потому что понимаю, что тема вам важна. Итак, вы познакомились. Мужчина часто ведет себя такой, знаете, как агрессор. Хочу много, хочу сразу захватить побольше территории, то есть вашего времени, вашего внимания, вас. Даже если вы еще не встречались. Это идет переписка, созвоны, общение в социальных сетях, там, в мессенджерах, в любых. То есть идет очень много общения. Даже если вы еще не ходили на свидание, это время уже начинает у вас съедаться. И возникает вопрос, а сколько же времени выделять? Столько, сколько вы готовы. Но, еще раз говорю, столько, сколько вы готовы. Но вы должны точно понимать, что вся ваша остальная жизнь не отменяется. Она никуда не исчезает. Да, вы можете что-то потеснить. Да, вы можете сместить приоритеты. Но если вы все свое время по желанию мужчины будете отдавать ему, и даже если он не претендует на все время, но вы в голове постоянно будете думать, крутить мысли, а как ему написать, а что ему ответить, а когда он мне позвонит, это тоже инвестирование времени в ваши отношения с мужчиной. Как ни странно, да, потому что когда ваша голова занята и вашими этими мыслями, вы другого ничего сделать не сможете. Это ваше время, которое вы посвящаете этому мужчине. Это ваша инвестиция в ваши отношения. Почему? Потому что чем больше вы с ним о нем думаете, тем больше вы с ним связаны, эмоционально связаны. И в голове уже выстраиваются картинки, а мозг это воспринимает за реальность, и у него создается впечатление, что вы с ним уже прям, я не знаю, полжизни вместе. Это первый момент, когда вы сами туда отдаете время. Думайте, сколько вы готовы его инвестировать, потому что если вы туда вольете слишком много, а оттуда не получите ничего, вас ждет очень жуткое разочарование. И вы будете, встречаясь с мужчиной или общаясь, испытывать раздражение. И это раздражение он будет считывать и не понимать, а за что. Возможен другой вариант. Вы для себя отметили, да, я фильтрую свои эмоции, я фильтрую свои мысли, вот я на общение с ним выделяю там столько-то времени, слежу за этим, и вдруг начинаются звонки в неурочное время. Начинается куча сообщений, которые вас вовлекают в разговор, и вы не можете ему отказать, ну как же хорошему человеку я смогу отказать, это же невежливо, ля-ля-ля, тополя. И мужчина претендует на ваше внимание. Мало того, вдруг вы где-то проболтали, что вы работаете там-то, он вдруг заявился к вам на работу, я решил тебя украсть с работы. Или еще что-то. Мужчина вас вовлекает, нарушая ваши границы и претендуя сам по собственной инициативе на большее количество вашего времени. И если вы скажете, боже, да он же такой классный, у меня так давно никого не было, я так хотела личной жизни, и вдруг оно мне получилось, Алла, иди нафиг со своими советами, отвали в сторону, блин, тут такой мужик классный. Мои хорошие, если вам ради мужчины хочется отодвинуть всю свою жизнь, потому что она скучная, никакущая, а тут такая вкусная, такая радостная, такая классная, и вам хочется бежать туда в припрыжку, остановитесь. Потому что это нифига не сближение.
Это прямой путь в зависимость. Это прямой путь в зависимые отношения. И если мужчина настойчиво вас завлекает в эту вот тягомотину и жрет ваше время, он тянет вас в болото зависимости. Потому что он ищет возможности как можно больше и как можно быстрее, как болото, засосать вас для того, чтобы потом единолично над вами властвовать. Поэтому, мои хорошие, я знаю, это приятно, когда у вас роман, когда вы интересны кому-то, когда у вас есть общение, вы оживаете, расцветаете, это все классно. Устанавливайте лимит времени. Помните, время ваше, и управляете этим временем вы. Мудрости вам. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Буду рада, если вы поделитесь своими историями, захотите со мной поспорить, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А мы с вами встретимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я». Пока-пока, мои ласточки!